Приветствую вас на моем канале «Политическое обозрение». Итак, поехали. Первое. Путин и энергетическая катастрофа. Второе. Голубой и турецкий поток. Что их ждет? Третье. Германия и конец Северному потоку-2. Четвертое. Эпилог. Гражданин Путин, который решил, что ему все позволено, и в этом мире ему уже никто не вправе что-то указывать, и даже намекать на то, что он может в чем-то заблуждаться, тем не менее из-за глупости, в которой по горло увяз, допускает в последнее время ошибку за ошибкой. Все это вместе взятое незамедлительно отражается на состоянии дел в российской экономике, что в свою очередь бьет буквально по всем слоям населения от малых до великих. То, что происходит в голове Путина, вполне вписывается в общую картину. А именно, им начинает казаться, что у них огромный опыт работы в данной системе, а остальные, кто не прошел огонь и воду, просто дилетанты, мнения которых первые игнорируют, что ведет к нагромождению ошибок, которых и без того уже, как правило, выше крыши. Из-за чего после падения подобных режимов все рушится до основания, после чего легче начать строительство с руин, чем перестраивать то, что существует, что в принципе и происходит, как показывает нам история. Итак, Турция, с которой Путин в недавнем прошлом с помпой под вспышки камер с улыбкой открывал турецкий поток, теперь переходит на импорт сжиженного СПГ, который обходится и дешевле газпромовского газа. Тем самым перечеркивая все усилия и вложенные финансы в сумме 7 миллиардов евро, которые Путин, потратив деньги россиян, уложил на дно Черного моря, что теперь не сулит никакой прибыли, а вот без убытков на обслуживание не обойтись. Все это от того, что диктатор, который, а кто еще, давно уже перестал соблюдать какую-либо субординацию и совершает ошибку за ошибкой в силу своей ограниченности, самоуверенности и просто тупости. Посмотрим на цифры, они, на мой взгляд, стоят тысячи слов. Поставки газа на сегодняшний день «Газпромом» турецкой государственной компании «Ботас», которая занимается транспортировкой нефти и природного газа, в мае сократились до 210 миллионов кубометров. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 1,418 миллиарда кубометров, еще годом раньше этот показатель находился на уровне 8,8 миллиарда кубометров. Эти данные говорят нам о том, что Турция из покупателей в недавнем прошлом, твердо занимавшая вторые позиции в мире, переместилась на 10 место, потому что покупает не больше газа, чем такие страны, как Армения, 200 миллионов кубометров, и Литва, закупающая 280 миллионов кубометров газа. Также Турция, благодаря глупой и закостеневшей политике Путина, заменила недостающие объемы газа покупкой из таких стран, как Нигерия 1,9 миллиона тонн, Алжир 4,5 миллиона тонн, Катар 1,9 миллиона тонн, а также идут прямые поставки из США, что постепенно снимает вообще всякую нужду в закупках путинского газа. Таким образом, поставки газа на турецкий рынок «Газпромом» снизились на 30%, что свидетельствует о значительном снижении до самого низкого уровня за последние 10 лет. Поэтому газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» общей емкостью 35 миллиардов кубометров в год остались наполовину пустыми. Эта тенденция только набирает обороты, так как сжиженный газ более мобильный, а значит востребованный продукт, что делает его более предпочтительным в отличие от трубопроводного газа. Помимо прочего, сжиженный СПГ является драйвером для создания рабочих мест, так как появляется необходимость в строительстве новых танкеров, терминалов, установок по сжижению природного газа. Это в сумме повлияет на рост инвестиций, а те в свою очередь повлекут за собой создание множества новых рабочих мест в смежных областях. Помимо проблем с голубым и турецким потоками, регулятор немецкого энергорынка постановил, что Северный поток-2 должен соответствовать европейским нормам конкуренции, то есть поставщик газа не может быть одновременно владельцем трубы. Это означает, что даже если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину мощности 27,5 миллиарда кубометров в год из 55 миллиардов придется передать независимым поставщикам, что невозможно в данной ситуации, так как к Северному потоку-2 подключены лишь газпромовские месторождения, к которым не имеет доступа ни одна частная компания, что и ставит весь проект под вопрос. Также на прошлой неделе закончился срок действия российско-польского соглашения о транзите газа из России на запад по польскому участку газопровода Ямал-Европа. О продлении контракта польское правительство отказалось вести какие-либо переговоры, а также с мая в Польше вступил в силу сетевой кодекс, в который уже заложено повышение тарифа на прокачку. Основной целью новых правил является повышение доходов от транзита, как объяснили в компании Gas System.
Повышение платы за транзит газа сильно ударит по бюджету «Газпрома», так как тенденция по снижению цен на газ набирает обороты. Помимо прочего, как мы видим, все покупатели один за другим отказываются от путинского газа и нефти, переходя на других поставщиков, что все сильнее бьет по путинской группировке, лишая доходов от присвоенных ими ресурсов России. На фоне всех этих и других событий Россию ждут непростые времена, так как алчность и наркоманская зависимость Путина от нахождения у власти, как и у любого другого зависимого от вредных привычек человека, если его не лечить, никуда не денется. А следовательно, никуда он уходить до смерти не соберется, что несомненно отвернет от России весь прогрессивный мир, который уже тошнит только от одного вида Путина, из-за чего ситуация в российской экономике станет просто катастрофической. Чтобы в будущем подобного не происходило, власть должна сменяться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными, и побеждать на них должен сильнейший. Спасибо за внимание и удачи, а также не забывайте писать комментарии, ставить лайки и подписываться на канал. До встречи!